Всем приветики, меня зовут Юля, со мной Стас. Мы поговорим о великолепном мюзикле «Эпик». Ты вообще когда-нибудь мюзиклы смотрел? Какое у тебя к ним отношение? Я бывал на мюзиклах, но, к сожалению, хотелось бы больше. Я очень люблю аудио мюзикли, спектакли их называют. Когда-то я слушал аудиокниги, собственно, Фауст Гёте, по-моему, был музыкальный аудиоспектакль, я в него влюбился, переслушал много раз. Еще я ходил у нас на постановки «Бал вампиров», считается мюзиклом, нет? Конечно, считается. «Бал вампиров» мне понравился. Но, к сожалению, время не оставляет мне возможности для того, чтобы ознакомиться с иным творчеством. Поэтому я здесь. Ага, что ж, надеюсь, у тебя есть ближайшие часов 6, потому что отсюда ты не уйдешь, пока мы не договорим. Ладно. Итак, я думаю, прежде чем мы перейдем к самому мюзиклу, мне нужно объяснить, кто его сделал, потому что история невероятная, и это настолько вдохновляющий пример творца, что нельзя его упустить. Нашего сегодняшнего пациента зовут Хорхе Ривера Эранс, надеюсь, я правильно сказала, и вообще-то он должен был быть врачом, и он отучился, и все было замечательно, как хотел его папа, а потом что-то сломалось, и его выпустили на сцену. И настолько он был счастлив, доволен и увлечен, и настолько он не любил то, что он делал. Он учился на хирурга, причем, знаешь, настолько старательно, настолько же, насколько он потом займется музыкой. Он всегда отдает себя проценту делу на 100%. А у него получилось отразить свое обучение хирургии, то есть медицине, в своем творчестве? Или это не коснулось? Чёрт возьми, ты прав, да. Потому что призма мы все пропускаем через свой жизненный опыт, многие вещи делаем даже порой неосознанно. Ты совершенно прав, потому что первая вещь, благодаря которой он станет не то чтобы знаменитым, но известным, которая проложит путь, это его мюзикл «Глупые люди», который позже назовется «Мое сердце говорит вперед». Это буквально автобиография. Это история мальчика, который бросил мед, чтобы стать музыкантом, и его конфронтации с отцом, который не способен принять его решение и согласиться с ним. Okay, I lied. I hate this job. I really freaking hate this job. And there's no one on the mother-loving face of the planet to make me say thanks for this job. Only reason I have this job, father told me to get this job. Demanded a land of solitary in life and med school to be granted monetary advancement. I don't think it's all about the money, and it's kind of funny. I think everybody's got a hobby that they love. Think about it. Every time I step up in the med school, all I really want to do is sing and write songs. Yes, I'm depressed. I confess incessantly. Pressed for success, but success should be self-defined. So where do I draw the line? Indigo. Yes. Она была известная «Глупые люди» или нет еще? Он получил за него грант. Это поставили прямо в его колледже, и это должны были пустить на большую сцену, но случился ковид, и когда они должны были записывать первый альбом их, все накрылось медным тазом. Позже оно будет выпущено. Но пока что в 2020 году Хорхе заперт у себя дома, и когда у него не было выхода на большую сцену, Хорхе вышел в ТикТок. I'm writing a musical about the Odyssey, and this is how it goes. There once was a man, cunning mind running through the sky and the sands, in the land of gods and monsters, sought to see his family prosper at any and all costs, and through the process he became dauntless. Now he's remembered forever for his endeavors, and all he ever lived was the life of a legend, a life that was epic. Он стал просто выкладывать свои прогрессы, свои кусочки видео, делиться этим с миром, и показывал работу очень открыто. Это редко музыканты делают, насколько я понимаю. И это тут же собрало довольно хороший отклик, потому что музыка и вправду трогала. И до сих пор он раскручивается именно на ТикТоке. Он показывает все новости, все, что у него там происходит, всю внутрянку именно в ТикТоке. И ты его нашла тоже через ТикТок? Да, в том числе. Как ты понимаешь, мюзикл спеть одному нельзя. Он, конечно, поет главную роль и несколько других, но другие люди все равно нужны. И можно было пойти искать именитых певцов и кого-то заманивать, чтобы они тоже продвигали мюзикл, но Хорхе эту идею отвергает. Anyone can audition. And I wanted to take a second to clarify what I mean by that. When I say that anyone can audition, I mean that anyone
regardless of your age, gender, location in the world, anything, can audition. But Jay, I'm 100 years old. That's totally fine. But I live on the other side of the planet. That's totally okay. But the character is a different gender than I am. That's great. You can still audition. Listen, if we hear your voice and decide that your voice is the right fit for the character, we will do everything in our power to make it work regardless of the circumstances. So if there's a character that really resonates with you, audition. You never know what could happen. I hope this helps. Always remember that for Epic, anyone can audition. Он загружает видео и говорит, каждый может пройти прослушивание. Вы все можете попробовать стать частью Эпика, и если ваш... Он пропевает кусок песни, говорит, пожалуйста, спойте со мной дуэтом в ТикТоке. И следующее видео он загружает, где он убирает свой голос и вставляет только аранжировку и слова. И какие прекрасные там голоса тыкались. Ты не представляешь. И среди них он нашел настолько бриллианты, которые подходят идеально. Это не лучшие певцы в мире, я не говорю о том, что они превосходят всех остальных, но на эти роли они подходят как нельзя лучше. Это просто неимоверно удачные выборы. И помимо смешных моментов, огромное количество художников пришло делать какие-то иллюстрации к тому, что он постил. Незаконченные даже еще песни вызывали желание как-то что-то с этим сделать. Там косплееры, просто люди, которые посмотрели, которым понравилось, что угодно. Все это как-то выходило дальше и тоже способствовало продвижению. Так же, как и прослушивание, помогали не только найти актера, но еще и продвигать мюзикл дальше в ТикТоке. И аудитория растет, и растет, и растет, и растет. А сколько у него сейчас примерно? 2 с чем-то миллиона в ТикТоке. Это только в ТикТоке. Более того, я не знаю, сколько там сейчас стримов у всех альбомов, а вышли все альбомы. Они выходили через месяцы, через полгода. У них были прям большие разницы. Там настолько хорошие стримы, что каждый выходящий альбом тут же взлетал наверх чартов. Настолько это хорошая музыка. Причем не одна песня, не две, а сразу прям пачками, чуть ли не все. Это невероятный успех, потому что песни писались не «Ой, я написал песню и пошел». Они переделывались десятки раз. Это буквально адский труд. Итерации за итерацией, итерации. 3 года разработки, прежде чем первый альбом увидел свет. А сколько в альбоме песен в среднем? Или у них разница? От 4, самое большое, по-моему, 5, самое маленькое 3 в «Подземной саге». А они как-то связаны едино, или это отдельные как будто локации, биомы? То есть это что подразумевается альбом? То есть выходит мюзикл, в который служит единой историей, правильно? А альбомы, они типа как допы идут? Или как? Нет, смотри, альбомы — это саги. Альбомы тут называют сагами. Это отсылка на Dragon Ball, потому что Хорхе обожает аниме и видеоигры, и потом это будет иметь тоже влияние свое. Так вот, в мюзикле 2 акта, и они включают в себя 9 саг. Это сага о Трое, сага о Циклопе, сага о Шторме, о Цирцее, сага подземного мира, Грома, Мудрости, Мести и Итаки. Каждая сага содержит несколько песен. Несколько песен, да. И каждая рассказывает свою незаконченную небольшую историю, законченную, я оговорилась. И в итоге они формируют главную историю путешествия Одиссея. Прикольно. Собственно, что такое Одиссея, спросите вы, потому что я поняла, что не все в курсе, я тоже не то чтобы прям знаток-знаток. Одиссея — это эпическая поэма Гомера о, собственно, Одиссее, о том, как он 20 лет пытался, несчастный бедный, вернуться домой к жене и сыну, да, и как ему абсолютно все мешали, потому что... Боги против. Да, и боги против, все против, женщин дофига против. Вот так. На его пути, на пути каждого мужчины лежат штабеля женщин, да. Да, препятствия. Но через препятствия и растет герой. Да, совершенно верно. Но наш герой вырастет, скажем так, очень необычно. Потому что это не экранизация новеллы целиком, это ее адаптация. И она... То есть здесь, получается, как будто бы нам рассказывают историю героя, в том числе раскрывая маленькие истории других. Или как? Да, это тоже есть, но все они подчинены основной теме произведения. То, что Хорхе хотел рассказать нам, это тема бессердечности. Тема того, на что ты готов, чтобы уберечь своих близких, насколько ты готов измениться и какими принципами ты готов пожертвовать. И ради того, чтобы эту тему раскрыть, собственно, у нас есть некоторые изменения в сюжете, в каноне, но позже вы поймете, что они все
нужны, потому что каждый выбор Одиссея, каждое его столкновение, оно так или иначе ведет к исследованию этой темы. А еще, прежде чем мы перейдем к началу, я расскажу тебе про музыку, потому что Хорхе музыкант, и настолько глубоко он в этой теме и в нее влюблен, что она повлияла. Он певец и музыкант. Он и певец, и музыкант, и композитор, и, возможно, даже бог, я не уверена. Он младше нас с тобой, ему где-то 26-27. И при этом еще и отучился на медика. Нет, он бросил на втором курсе, но в любом случае... Потратил, время, еще успел. Усердие достойное премии. Эпик у нас на стыке поп, электронной и оркестровой музыки. Он такая себе смесь. И это не просто так, потому что у нас есть два аспекта – смертные и боги. И чем ближе персонаж или какое-то место к божественному, тем более электронная и синтетическая у нас музыка. И чем ближе мы к истории смертного, тем более натуральное и естественное, классическое у нее звучание. Это находит отражение везде-везде, и это тоже способ рассказать историю, показать нам, с чем мы имеем дело. И единственное исключение из всех персонажей – это сам Одиссей, потому что у него гитара. Своя тема? Да, там у каждого своя тема абсолютно, но у Одиссея еще есть и переход между между музыкой смертного и музыкой чего-то более великого. Типа он говорил как нить, которая прошивает все альбомы, то есть как сюжет. Если у него одна тема, получается, что, если мы слушаем мюзикл, то у нас есть одна неизменная тема, это тема гитары, да? Или как? Я так скажу тебе, что инструмент гитары, и у каждого персонажа там есть свой отдельный инструмент, который его обозначает. Вот у Одиссея это гитара, у Пенелопы это виола, у их сына Телемаха это объединение виолы и гитары, потому что он их сын. И вот там все такое, абсолютно все. Поправочка, инструмент Телемаха – это пианино, основной инструмент. На фоне, конечно, у него есть и гитара Одиссея, и струнные Пенелопы, но его прикол в том, что пианино у него какое-то особенное, потому что Хорхе назвал это инди-пианино. И Google не знает, что это такое по-русски, поэтому я просто дам вам послушать. Но про Одиссея, почему гитара и почему в ней есть прикол? Когда мы говорим про его эмоции, про его чувства, у нас идет мягкая акустическая гитара с нейлоновыми струнами, нежно-нежно. Но когда Одиссей у нас хитрый тактик и придумывает, как всех переиграть, это электрическая гитара. Когда он противостоит кому-то, это электрическая гитара, потому что это более брутальное звучание, и он выходит за пределы себя. Более того, Одиссей у нас воспитанник Афины. Божественное влияние. Он пользуется божественной помощью, но только на начале, потому что дальше он обосрется. Вот. В принципе, наверное, мы можем уже перейти и к чему? К первой саге, к саге о Трое. Давай. Сага о Трое. Да. Я давно читал Гомер, скорее всего, в юности, но какие-то фрагменты мне помнятся. Ты наверняка знаешь выражение «троянский конь». Конечно. Потому что Одиссею нужно было как-то закончить несчастную Троянскую войну, которая длилась 10 лет, а домой из-за женщины? хочется. Да-да-да. Это все из-за женщины. Да, Елена Прекрасная, которую выкрали, которая вышла за Париса Тройского, и в итоге все осадили Трою, причем Одиссей не хотел в эту войну ввязываться, его заставили кореша. А он по лору у нас кто является? Одиссей у нас царь острова Итака. Царь пришлось ему ввязаться, потому что царь место побольше, который мог его стереть в порошок. Да, что-то в этом духе, если я правильно помню. Собственно, Трою 10 лет пытаются взять. Погибает Ахиллес, если вы знаете такого героя, он тоже там... Там проблема какая-то с ногами вроде была. Рядом пробегал. И когда Одиссей окончательно задолбался, он понимает, что с этим надо что-то делать, иначе сына он в жизни не увидит вообще. А уже прошло 8-10 лет. Да, 10 лет. И он придумывает такое. Они разбирают часть кораблей, собирают их в огромную лошадь, символ Посейдона, между прочим, на минуточку. Лошадь — символ Посейдона? Да, потому что Посейдон у нас бог моря, землетрясений и лошадей. Захотелось ему так. Морские коньки. Да, но считается, что он создал лошадей из морской пены, поэтому так. Но я думаю, что он просто такой: мне нравятся лошади. Буду завидовать лошадями. В общем, он создает этот символ, и они отчаливают. И я не знаю, как это точно было логично продумано им в тот момент, но троянцы... Они типа бросают, получается, что они говорят, это не наша война, они просто сваливают в закат, получается, чтобы вернуться домой?
Или как? Они делают вид, что отходят. Так. Троянцы видят на берегу замечательную лошадь и думают: о, это будет офигенный дар нашему богу в честь того, что наконец-то эти греки от нас отстали. Они затаскивают лошадь в город, а внутри лошади сюрприз. Погоди, я думал, по воде они спустят. Нет, троянский конь, получается, вот такая вот история. Да-да-да, он чуть ли не на колесиках был, чтобы его тащить было удобно. Так. И начинается наша история внутри троянского коня, потому что там сидит Одиссей и Ко. Так мюзикл начинается. Да. Внутри троянского коня. Я представляю прям раскачивающегося коня, когда их везут, там свет, значит, сквозь щели пробивается, и он такой... И внутри коня Да, тебе представь, что один из них прислоняется, и там, собственно, первая песня, она называется «Конь и ребенок», и звучит начало вот так. Alright, my brothers, listen closely. Tonight we make the Trojans pay. 10 years of war, they killed us slowly. But now we'll be the ones who slay. Первое, что ты слышишь, это электрическую гитару, потому что кое-кто очень старается думать. Сейчас они разрабатывают план. А еще на фоне звучит тиканье часов. Запомни, это нам понадобится попозже немножечко. Итак, они разрабатывают план. Им нужно атаковать. И он спрашивает: ради чего вы воюете? Ради чего вы готовы пойти сейчас и рисковать своими жизнями? И каждый из них думает о чем-то своем, но у Одиссея есть ответ. Fight through every pain now. Ask yourself inside, what do you live for? What do you try for? What do you wish for? What do you fight for? What do you live for? What do you try for? What do you wish for? What do you fight for? Penelope, Penelope, and Telemachus. I fight for us. I fight for us. What do you live for? Женщина и семья. Да, слышишь вот это вот та-да-да-да? Это ее тема. Тут в песню вплетается виола, ее инструмент. И он будет с нами и дальше, и дальше. И Пенелопа, будучи важной частью повествования, не появляется лично вплоть до последней саги. Мы ее не она увидим. с нами, да. Да, но она всегда с нами, потому что она его главная движущая сила. Это хорошо, что нам показывают, то есть такими отсылками, что есть незримо кто-то и есть какая-то перспектива, которая стремится. И как будто, это как классный прием, который нам не нужно говорить, что кто-то в комнате, да, там не нужно нам его показывать, но он с нами, типа. Это хорошее. Это троянский конь. Да. Совершенно верно. Одиссей командует атаковать, и они все делают, как он хочет, все замечательно, звуки битвы, клинки, крики, и мы слышим его крик, крик полной боли, но никаких ран на нем нет. Это было видение, которое послали ему боги, и в песню тут же вступает более электрическое звучание, туда вплетаются звуки, которые свойственны кому-то божественному, и с ним заговаривает Зевс. Who was that? A vision of what is to come cannot be outrun, can only be dealt with right here and now. Tell me how. I don't think you're ready. Он говорит, что сейчас ты должен пойти и убить кое-чьего сына. И Одиссей соглашается. Все-таки это война, они как бы сюда пришли убивать, Троя будет сожжена. Ничего удивительного в том, чтобы убить кого-то нет, тем более, когда велят боги. И он идет, и приводит его в детскую. И музыка тут же меняется. Она становится некой почти колыбельной. И звук гитары Одиссея меняется на мягкие нейлоновые струны акустики. И нам уже намекают, что, кажется, тон повествования изменится. It's just an infant. It's just a boy. What sort of imminent threat does he pose that I cannot avoid? И, глядя на этого ребенка, он не может не думать о том, что у него дома
остался точно такой же. И эта мысль останавливает его. Он говорит: «Зевс, зачем мне убивать эту кроху? Что он может мне сделать, этот маленький ребенок?» Оказывается, может много, потому что это сын Гектора, царевича Трои. И когда он вырастет, Месть? говорит Зевс, да, он дождется, когда он вырастет. Сам Одиссей уже будет старше, и тогда он придет в его дом и сожжет его дотла и убьет его семью. Другими словами, Одиссей у нас стоит перед выбором: невинный младенец сейчас или его собственная семья. Ему нужно решить, кто из них останется жить. Но, с другой стороны, потом у него есть время, 20 лет. Угу. И он тоже пытается выкрутиться. I could raise him as my own, or send him far away from home. Make sure his past is never known. I'd rather bleed for ya, down on my knees for ya. I'm begging, please. Will of the gods. Я могу вырастить его сам. Я могу отправить его очень далеко. Я могу сделать так, чтобы никто не узнал о его прошлом. И там они замечательно гармонизируют в том плане, что он противостоит Зевсу, который отвечает ему: «Он сожжет твой дом, ему все равно все скажут, боги откроют ему, кто он». И в этот момент слова Одиссея и слова Зевса постоянно сталкиваются, и музыка сталкивается, потому что гитара Хорхе идет, и синтетические звуки Зевса идут. И два стиля музыки тоже борются между собой, как эти два мнения. Но в итоге последние слова остаются за Зевсом. Он говорит: «На твоих руках кровь все равно будет. Тебе всего лишь нужно выбрать, чья именно кровь это будет». Please don't make me do this. Don't make me do this. The blood on your hands is something you won't lose. All you can choose is whose. Это очень классная открывающая песня, потому что она говорит нам, кто наш главный герой, чего он хочет, какие у него проблемы в текущий момент. И тут же представляет нам, о чем этот мюзикл. Это о человеке и о богах. То есть все темы тут же у нас заявлены. И мы еще не понимаем этого. Но только что случилось то, что начинает падение Одиссея. Потому что следующая песня называется «Всего лишь человек». И она главная, я считаю, в этой саге. I look into your eyes and I think back to the son of mine. You're as old as he was when I left for war. Will these actions haunt my days? Every man I've slain is the price I pay. Endless pain. Close your eyes and spare yourself the view. How could I hurt you? Если первая песня была довольно динамичная, она перепрыгивала с одного на другое, то в «Всего лишь человек» мы... Это ария для начала. Это редкость для этого произведения. Это жанр, где человек говорит монолог, считай. Такая довольно лирическая вещь. Музыка там присутствует? Конечно, естественно. Мы проводим всю песню, считай, в голове Одиссея. Все это время ничего особо не происходит. Просто Одиссей стоит на крепостной стене с вытянутой рукой, в которой, как ты понимаешь, кое-что... Ребеночек. Да, совершенно верно. Он не спартанец, зачем ему это? Что ж, да. Он, естественно, переживает. Это очень сложное для него событие. Ему нужно решиться, и все это время мы наблюдаем за его метаниями, за его страданиями. Он понимает, что ему нужно сделать, но ему невероятно тяжко к этому прийти. И нежность, с которой он обращается к ребенку, он говорит: закрой свои глаза и не смотри на это. Как же я могу ранить тебя? Но монолог должен закончиться. Нельзя стоять на крепостной стене вечно, хотя мне кажется, что в реальном времени там прошло максимум несколько секунд. Вряд ли он стоял там целые 10 минут, решаясь на фоне на горящей действие. Трои, да? Троя была сожжена в итоге? Да, на фоне горящей Трои.
В этой песне нам презентуют главный мотив, который красной нитью пройдет через все основное произведение. Главная мысль, которая здесь есть. Just a man who's fighting for his life. Deep down I would trade the world to see my son and wife. I'm just a man. But when does a comet become a meteor? When does a candle become a blaze? When does a man become a monster? When does a ripple become a tidal wave? When does the reason become the blame? When does a man become a monster? Как переводится эта фраза дословно, получается? When does a man become a monster? Когда человек становится монстром. Когда грань, которая отделяет нас от монстра. То есть, что делает нас монстром, в какой момент мы становимся им. Совершенно верно. Когда свеча становится пожаром, когда рябь становится приливной волной, когда человек теряет свою человечность. Тут же за ним переходит хор, и музыка как будто начинает давить на него. Она нарастает, становится громче. И все это время хор скандирует, повторяя за ним, когда человек становится монстром, когда это случается. А он тянет лишь просто пронзительное, ужасающее «прости меня, прости меня, прости меня». When does a candle become a blaze? When does a man become a monster? Forgive me. Does a man become a monster? Forgive me. I'm just a man. Он признает свою человечность, что он человек, всего лишь человек. Да. Кто он такой, чтобы противиться богам и самой судьбе? Да, в этом что-то есть. Причем, видишь, Хотя, с другой стороны, получается, что... Вот он говорит вначале, что он всего лишь человек, но если забежать всего вперед, это история человека, который, просто человек, который бросает вызов богам и проходит через невероятные испытания, использует силу богов, там, дары их, условно говоря, он же нас благословен некой, то есть, когда нужно нам сделать троянского коня, think about it, да, то есть у нас тема электрического вот это вот есть, а в тяжелые моменты, я просто человек. Да, вот в этом есть, это и есть отражение слабости человеческой души, что порой мы не можем противостоять. Да. Вот. И справедливости ради, божественная помощь против других богов ему бы и никак не помогла. И все, что он говорит, я всего лишь человек, это и извинение, и обвинение себя одновременно, потому что он не может выбрать иначе, он не может ничего сделать, он не может придумать хитрый способ, как спасти этого ребенка. Потому что боги молчат, говорит лишь один, и никто не придет к нему на помощь, потому что таков приказ Зевса. Когда Зевс говорит, остальные молчат. У него был выбор. Он всего лишь человек. Жить. Да, и он хочет вернуться домой к Телемаху и Пенелопе. И дальше он всегда будет выбирать именно их. Но этот момент с ребенком — это переломный момент. Погоди, Гектор известный довольно мне. Я здесь могу сделать предположение, я не помню точно, но мне кажется, Гектор выжил. Нет? Гектор — это тот, кого убил Ахиллес. Я просто помню, что откуда-то мне врезался в память Гектор. Это из фильма. Да, это как раз когда Ахиллес кричит: «Гектор, выходи», потому что когда сам Ахиллес отказался драться, Патрокл, его друг и ученик, надел его доспехи, сделал вид, что это он, чтобы воодушевить людей. И вот его как раз Гектор и победил. А потом Гектору пришел Ахиллес. А потом пришел Ахиллес. И получается, что уже вот здесь начинается вольная интерпретация истории, правильно? Что если Нет, все верно. Так, погоди, а как же? Он его скинули? Это сын Гектора. Это его младенец. Все, я понял. И получается, что да, он убил ребенка. Да, причем, согласно историческим источникам, не факт, что это сделал именно Одиссей. Либо Одиссей, либо еще один человек, но история говорит, что записывает на счет, да. Да, есть два источника, но для этой истории критически важно, что это делает Одиссей, потому что это решение сломает его впоследствии.
война закончена, мы свободны. Домой. Конечно, очень все грустно, да, поплыли, пожалуйста, обратно. Мы переходим к песне, которая называется «Полный вперед». И это должно было быть открывашка изначально. Это должно было быть заглавной песней, потому что в самом первом ТикТоке она презентует все. Есть первый вариант, и там Афина хип-хопом поясняет, кто такой Одиссей. Это невероятно забавно, и тоже больше похоже на Гамильтон. И вот эта манера повествования через хип-хоп, она потом останется только у одного персонажа. Но Full Speed Ahead все еще сохраняет вот эти основные элементы открывающей песни, потому что первое, что поет Одиссей, это 600 людей под моим командованием. И лишь одна цель в голове — добраться поскорее домой. 600 men, 600 men under my command, with only one goal in mind. Make it back alive to our homeland. 600 men, 600 miles of open sea. But the problem's not the distance, It's what lies in between. and Ithaca's waiting. Ithaca's waiting. My kingdom is waiting. kingdom is waiting. Penelope's waiting for me. So full speed ahead. То есть, так понимаю, здесь начинается Одиссея. Да, можно сказать, что так. Здесь начинается плавание. И причем, если посмотреть, до Итаки на самом деле не очень далеко. Это буквально, по-моему, несколько дней плыть. Ну, по что-то сути, идет не не так. очень сложно. Да. Ну что? Что? Что идет не так? Для начала у них закончилась еда. Кушать хочется, Так. что-то происходит. И тут в этой песне нам представляют двух еще персонажей, которые рядом с Одиссеем. Это его первый помощник Эврилох. Captain, you really cuss. 600 men, 600 men. 600 men with big mouths to feed. And we've run out of supplies to eat. Curse the war of food stores depleted. 600 men, 600 men. 600 reasons to take what we can. So, Captain, what's the plan? Captain, what's the plan? Watch where the birds fly. Watch where the birds They fly. will lead us to land. They will lead us to land. There will hunt for food, my second in command. Удержись от шуток, я в тебя верю. Буду хиповать тогда просто. Хорошо. Хип-хоповать. Мгм. Играет его Армандо Хулиан, у него очень крутой, глубокий голос. И он такой, знаешь, скептик. Он не самый храбрый человек, но при этом он очень заботится о команде. И он невероятно разумен. У каждого персонажа есть свой инструмент, но у Эврилоха такого инструмента нет. Ему всегда вторит хор, потому что он голос экипажа Одиссея. Типа у него нет своего мнения? Или как? Не-не, мнение у него есть. Просто это отражает то, как сильно он заботится о своих товарищах. Так что это тоже элемент повествования, потому что музыка рассказывает нам очень много. Итак, мы слышим прилив войн, крики чаек. Эврилох говорит: «Капитан, какой план?» Потому что он чаще всего спрашивает у Одиссея, что же нам делать? И Одиссей отвечает: «Следи за птицами, они приведут нас к суше». И да, к суше они таки приплывают. Первым ее замечает другой персонаж, Полит. Сыграл его Стив Дуки. Captain, apologies. Look! There in the distance, I see an island. I see a light that faintly glows. Maybe there are people lighting a fire. Maybe they'll share some food, who knows? И этот голос, это что-то невероятное, потому что он как будто качает тебя на руках. Он настолько нежный, и он подобран не случайно, потому что Полит у нас буквально отражение всего хорошего, что может быть в человеке. В А этой что, какую истории должность у него? Ну, Он указан как лучший друг Одиссея, какую конкретно должность он занимает, я не уверена, он один из команды. Типа голос разума, да? Голос разума у нас скорее Эврилох, Полит у нас носитель мировоззрения, которое звучит так: «Будь добр к миру и приветствуй его с открытыми объятиями, и тогда все будет замечательно». Он невероятно верит в людей, и хочется спросить, как ты, дорогой мой, выжил в войне, но в этом плане Полит скорее символ. Он должен быть демонстрацией одного из вариантов взгляда на мир, который он старается, собственно, привить и всем окружающим. Итак, он замечает сушу
И первое, что он говорит: ох, я вижу, там горит огонь. Возможно, люди могли бы поделиться с нами едой. Он очень оптимистичен. Эврилох тут же говорит: либо они опасны, пойдемте-ка сразу их сожжем У нафиг. нас 600 человек. Да, на 600 человек, не будем рисковать. Одиссей между этими двумя огнями занимает позицию посередине. Мы с тобой, Полит, сейчас пойдем и осмотрим с небольшой командой остров, а вот если мы не вернемся, вот уже тогда запускайте шарманку. Polities gear up. You and I'll go ahead. We should try to find a way no one ends up dead. We don't know what's ahead. Give me till sunrise. And if we don't return, then 600 men can make this whole place burn. Now full speed ahead. Full speed ahead. Full speed ahead. We're off and away we go. We're off and away we go. We're off and away we go. We're off and away. Full speed ahead. Потому что они не могут уплыть, им нужно найти еду, иначе они просто умрут. До острова мы доплыли, значит, дальше у нас начинается с распростертыми объятиями. Это сигнатурная песня Полита. Его инструменты — это маримба и калимба. Это вот эти вот такие тын-тын-тын-тын-тын. Полит — это у нас, который жизнерадостный. Да, жизнерадостный. Изначально песня была другой. Она называлась «Позволь мне быть твоим светом». И она тоже невероятно нежная, она радостная, она полна улыбок. Бедный парень, мне кажется, он умрет. И ее поет женщина. Whoa, and hey there, friend, don't forget that even when the sun has set, hanging in your heart, I'm always there. And hey there, friend, can't you see, no matter what, it's you and me. So when you need a hand or when you're scared, just let me be your light. Let me be the stars you see at night. Let me be the arms that hold you tight. When life gets hard, or when you're lost in the dark, let me be your light. Она идеальна для Полита. Лучше нее спел только Стивен. Эта песня вся происходит на острове, и она самая умиротворенная и спокойная из всех, что там есть, потому что это просто два дружбана чилят на острове, ходят такие, но чилить получается не очень, потому что у Одиссея плохо ему. Его гложет вина, потому что он не может отпустить ситуацию, ну и он только что как бы город сжег. Нехорошо ему. Не он один, коллектив, Да, но можно разделить ответственность. Когда ты король, и ты решаешь, что делать, коллективная ответственность уже не работает. Опять же, он капитан корабля, он принимает решения, поэтому и вина тоже на нем. И Полит пытается подбодрить его. Он пытается, скажем так, повлиять на него своей идеологией, уговорить его отпустить всю боль и попробовать тоже открыться миру. You can relax, my friend. Huh? I can tell you're getting nervous, so do yourself a service and try to relax, my friend. I'm fine, Polites. Think of all that we have been through. We'll survive what we get into. I know that you're tired of the war and bloodshed. Tell me, is this how we're supposed to live? Look at how you grip your sword and I've said, why should we take when we could give? You can show a person that you trust them when you stop and lower your guard. Here we have a chance for some adjustment. Give it a try, it's not that hard. I'm telling you, this life is amazing when you greet it with open arms. Whatever we face, we'll be fine if we're leading from the heart. No matter the place, we can light up the world. Here's how to start. Greet the world with open arms. Greet the world with open arms. А потом их прерывают едоки лотоса, и это надо видеть. Едоки лотоса? Едоки лотоса, да. Хорхе специально нанимал художников, чтобы они нарисовали аниматики, не такие проработанные, скетчевые, но это приближает тебя к опыту просмотра мюзиклов. Едоки лотоса — это одна из причин, по которым стоит эти штуки смотреть. Stay back!
my friend. Greet the world with open arms. We're only here for food. 600 friends are waiting for us to show our faces. Stay back, I'm warning you. If we don't get back safely, my men will turn this place into blazes. See? Едоки Лотоса изначально были людьми. Мгм. Но вы представляете людей с таким голосом? У Хорхе это вот такие маленькие пушистые штуки, похожие на шерстяных Аронар из Геншина. Они невероятно очаровательные. Это, по сути, такие малые духи природы. Мгм. Почему едоки Лотоса? В оригинале было племя людей, которое обжиралось лотосами, и это своего рода запрещенное вещество, съев которое ты потеряешь возможность, потеряешь свою собственную волю. И навсегда останешься на острове просто радостно вот так вот лежать и жрать эти лотосы дальше. Тут это вот эти маленькие существа милые, когда они появляются, они просто, рады вас видеть. А Одиссей, естественно, тут же в ужасе, потому что он их не видел. Да. Все логично, ПТСР. Он пытается как-то от них защищаться, на что Полит говорит: друг мой, попробуй приветствовать мир с простертыми объятиями. И тогда Одиссей пытается договориться. Все еще агрессивно, но он говорит: мы здесь только за едой. Навредите нам, наши друзья столкнут вас в землю. Но, по сути, нам нужна еда. На что ему тут же говорят: держи! И все Лотосы замечательно. толкают. Да. И причем, когда Одиссей замечает, что это именно лотосы, и кушать их нельзя, мы впервые видим трещину в этом мировоззрении Полита, потому что, очевидно, оно несовершенно. Если ты добр к миру, это не убережет тебя от всех опасностей. Потому что даже добронамеренные вот эти едоки лотоса, они же вреда не хотели. Они просто: мы откушаем, держи. И все замечательно. Там у них все просто. Как ты поняла, что дало трещину это? Это логически просто получается, когда Полит говорит, что все здорово, все здорово, все здорово. Но когда мы тестируем первый раз, вот Одиссей тестирует его мировоззрение и говорит: давай договоримся, сразу что-то случается не так. И он говорит: мой друг, я хотел бы согласиться с тобой, но посмотри, как блестят эти фрукты, точнее, как светятся они, и что у них семена даже светятся. Мне не нужно сильно гадать, чтобы понять, что это лотосы. Они контролируют твой разум и даже заснуть тебе не позволят. Полит сдаваться не намерен, и он говорит: едоки лотосов, я хочу доказать моему другу, что доброта — это то, что нам нужно. Да. Мы, кстати, недавно трое сожгли. Вообще, доброта — это здорово. Ну что ж, да. Полит имеет в виду, что когда война закончена, тебе нужно оставить ее дальше. Тебе нельзя нести эту боль с собой. Ты должен уметь отпустить ее, потому что все время тащить это бремя означает остаться на войне навсегда. That's what we'd get with open arms. Lotus eaters, I'd like to show my friend that kindness is brave. Could you tell me where there's other food to eat? The cave, cave. A cave! You're saying there's a cave where we could feast. And where do we sail to find this food-filled cave? East, that way. Thank you. Welcome. Полит спрашивает, нет ли где-то еще еды, кроме лотосов, которые нам кушать нельзя. На что ему говорят: а вот там пещера. И маленький-маленький голос, один из голосов на фоне, говорит: не вот там пещера, а страшная пещера. Но сразу этого не услышать. В любом случае, Полит говорит: как здорово, пойдем туда. И настолько его мировоззрение заразительно, что в конце даже Одиссей немножко проникается. Greet the world with open arms. Greet the world with open arms. Greet the world with open arms. You can relax, my friend. Кажется, релакса не произошло, да? Как же ты прав. По сути, насколько я понимаю, не изменяет память, там, возможно, циклоп тусует, нет? Но перед циклопом у нас будет еще один... Овечки, нет? Погоди, овечки будут с циклопом. И более того, овечки будут в следующей саге. Они поют?
Нет, слава богу. Ничего себе, тебе одного циклопа хватит. Тебе не хватило предателей Циклоп поёт? Лотоса? О, да. Еще как. Сейчас мы до него дойдем. Но перед этим последняя песня саги Трои. И первая песня, которую я услышала. Это самое первое, в смысле, через нее ты познакомилась с мюзиклом. Да, я просто в Spotify ее скачала, еще ее и еще одну. И я просто где-то полгода их крутила радостно вот так на повторе, и только потом догадалась посмотреть, если там какие-то другие композиции, я вообще узнала, что это мюзикл. Хотя можно было и догадаться, справедливости ради. Так вот, эта песня называется «Воин разума», и начинается она с того, что в разум Одиссея стучится Афина. Она пришла поговорить. А кем она к нему приходится? Или просто, типа, Она боги? его учитель. Сейчас я расскажу тебе, почему. Ничего себе. Спела ее прекрасная Тиган Эрли. Надеюсь, я правильно произнесла. Если нет, закидайте меня тапками, не смейте меня прощать. Это школьная, колледжная подруга Хорхе. Она с ним очень давно, и она записывала многие версии для первых прослушиваний. У нее бомбический голос и офигенные вокальные данные. Я не знаю, кто лучше бы спел Афину, чем она. И вот у Афины как раз есть дофига крутых приколов в музыке, невероятных, потому что, очевидно, она богиня. Да, это богиня, причем это любимая богиня Хорхе, так что над ней прям... Афиня — это богиня войны, нет? Богиня у нас есть, погоди, Арес. Это богиня тактики и мудрости, в то время как Арес — это бог именно войны. Да, у них есть очень сильная разница, и, кстати, не сегодня, но... Кстати, в Хейдес, помнишь, если ты играл в Хейдес, у них есть обилки, которые вот отражают всех богов, и Афина, по-моему, она со щитами, то есть она защита, тактика, она тоже воинственная. Да. И у нее, да, вот все-таки щит, я помню, у нее есть. Кстати, о видеоиграх, раз уж ты об этом напомнил. Так как Хорхе очень любит видеоигры, у каждого бога есть такая своеобразная ульта, суперспособность. И именно этой ультой Афина и стучится в голову Одиссея. Я покажу тебе сначала маленький первый кусочек и буду постепенно объяснять, что там да как. Вот это первое. Как стук. Да, ших-ших-ших-ших. Эту штуку можно получить, если ты берешь звук, нарезаешь его, а потом делаешь реверс, проигрываешь его задом наперед. И это звук, который каждый раз обозначает ее появление, как будто она, знаешь, как придет такой шух-шух-шух-шух-шух и приблизилась к тебе. То есть, если мы слышим его на фоне, значит, она где-то здесь. Также ее инструмент — это пианино, потому что она богиня мудрости, тактики, а пианино требует очень-очень много усердия и старания, чтобы его освоить. И вообще пианисты очень классные. Я когда-то играл на пианино. Да? До 7 лет тарабанил музыкалки. Ничего себе, столько дружим, а я не знала. Прикольно, это больше никак не поможет. Have you forgotten the lessons I taught you? Athena! Have you forgotten to turn off your heart? This is not you. I see you changing from how I've designed you. Have you forgotten your purpose? Let me remind you. Погоди, она говорит, что типа я вижу, что ты изменился против того, что от того, как я тебя сдизайнила, типа спланировала. Да, сейчас я все это объясню. Ничего себе, вот это заход. Да. Типа я тебя создавала другим, но это игра богов, а ты изменился, ты забыл. А как вот это переводится? Purpose. Уж не позабыл ли ты свое назначение? Позволь-ка я тебе напомню. Так, ну-ка, объясните нам, богиня, что за предназначение. Так, для этого нужно прямо сейчас будет послушать и дальше. Она распекает его за то, что он поддался философии Полита, за то, что он вообще рассматривает эту мысль, потому что это очевидная слабость. Учитывая, да, получается, что если ее мелодия, ее тема... Погоди, была отражена ее тема в «Троянском коне» или была просто тема богов отражена? Хорошо, ладно, тогда мы сделаем шаг назад к тому, как ты слушал. Смотри, начинается это ших-ших-ших, потом вступает пианино, и в это время на фоне ты слышишь электрическое? Тик-так,
Тактика. Ну, то есть отражение, что логично, что троянский конь был олицетворением, и при поддержке, при помощи Афины, значит, она следила, условно, за ним и влияла на него. Но здесь, когда он поддался вот этим вот соплям и забыл, кто он есть, она вмешалась. Ну, потому что где здесь тактика, ты дурачок. Да. Тебя сейчас вон съедят. Ну, она-то знает, что там впереди. Собственно, вот эти часы играли на фоне, когда Одиссей объясняла свой план в самой первой песне. То есть она была там тогда с ним. Это их совместная работа. Ее способность называется, ее ульта, называется «быстрая мысль». И это ощущается так, как будто все вокруг замедлилось, но на самом деле это просто Одиссей очень быстро соображает. И это отражается даже в музыке, потому что это тик-так, тик-так. У него бит per minute, бит в минуту 120. Это ровно в 2 раза быстрее, чем секунда. Таким образом, собственно, то, какой персонаж, его способности влияют на саму музыку. Это очень круто. А откуда ты узнала об этих ультах? Типа где-то вычитала или это было отражено, объяснено? Потому что ты говоришь, у каждого есть ульта. Как ты к этому пришла? Тут мы возвращаемся к ТикТоку Хорхе, который не может скрыть свою радость, восторг, и он просто записывает видос себе: «Друзья, сегодня я расскажу вам, как я создавал, допустим, партию Зевса, как я написал Гермеса, Афина, там, Эврилоху, что угодно», и он рассказывает и расписывает. И про их ульты тоже, да, очень, очень подробно. Собственно, про биты в секунду, в минуту я тоже узнала у него, потому что моих познаний музыки не хватает, чтобы оценить все так подробно. Зато благодаря тому, что он объясняет, я могу объяснить и тебе тоже. Собственно, вот такова музыка Афины, и она пришла ругаться. И когда зачем? Типа она к нему неравнодушна, или она слишком в него столько усилий вложила? Почему к нему за него цепляются боги? Я бы не сказала, что боги цепляются. На самом деле всем остальным абсолютно плевать. А Афине почему нет? Вот, сейчас мы выясним. Она говорит: «Позволь, я напомню тебе». И мы переходим во флешбэк о прошлом. И она говорит: Goddess of wisdom, master of war, my life has one mission. «Моя миссия — создать величайшего воина», — говорит она. Однажды она создала испытание волшебного вепря, которого убил бы только лучший. И угадай, кто его убивает. Одиссей. Из лука. Из лука, да. Причем в первоначальной версии, в той самой песне, которая «Буду я твоим светом», он убивает вепря, чтобы спасти Полита, который еще был женщиной. I had a challenge, a test of skill, a magic bar only the best could kill. One day a boy came for the thrill, a boy whose mind rivaled the bar's own will. Let's go! Maybe one day he'll follow me and we'll make a greater tomorrow. Then they'll see I know he'll change the world, 'cause he is a вспоминается отсылка, фильм еще был по Одиссее, собственно, старый такой, где лук, и забегая вперед, где, чтобы добиться сердца женщины его, мужики стоят в очереди, чтобы вот этот вот лук натянуть. Может быть, отсылка как раз-таки из этого лука был убит вепрь, потому что только с такого лука там у них была задача, что натянуть тетиву, согнуть лук, и если ты натянешь, то тогда, соответственно, она сказала, что выйдет за того замуж. И под маскировкой прошел там этот... Там у лука Одиссея у него был определенный прикол. Он был сделан таким образом, что с ним нужно было то ли его нагреть, то ли размочить, что-то еще. Проще говоря, не зная хитрости, его не натянешь. Именно в этом была его крутизна, потому что Одиссей — это не сильнейший герой. Одиссей — это самый умный герой. Причем даже без Афины. Она выбрала его, потому что именно он соответствует ее критериям. Так вот, юный Одиссей, я не знаю, из того лука или еще не из того, убивает вепря. Я буду верить, что из того. Хорошо. Он убивает вепря, и Афина такая: нет,
Этот пацан мне подходит. Но ей все еще надо убедиться. И она в невидимости является рядом с ним, а он, заметив, что что-то не так, Show yourself. I know you're watching me. Show yourself. кто здесь? Покажись. И в этот момент на фоне играет великолепная вещь. Она была такой же в самой первой песне, когда они сидят в брюхе коня. И он обозначает опасность. Как будто что-то сейчас случится. Он такой немножко тревожненький. И когда он говорит «покажи себя, я знаю, что ты следишь за мной», на фоне играет эта мелодия. И она не изменится, пока он не узнает, кто именно скрывается Типа за его невидимостью. тревога, Да, он да, на измене. пока он не знает, враг это или друг, эта мелодия, обозначающая опасность, все еще играет. Так вот, он говорит «покажись». I know you're watching me. Show yourself. I can see you. How can you see through my spell? I was lying, and you fell for my bluff. Aha. Well done, enlighten me, what's your name? You first, and maybe I'll do the same. Nice try, but two can play this game. Nah, don't be modest. I know you're a goddess, so let's be honest. You are Athena. Badass in the arena. Unmatched, witty, and queen of the best strategies we've seen. Он ее обхитрил тем, что прикинулся, что знает, кто она, что видит ее, и она, удивившись, как он видит сквозь ее магию, раскрывает, что кто-то здесь находится, а дальше они играют такую маленькую хитроумную игру, пытаясь вынудить другого человека назвать свое имя первым. В этот момент Одиссей уже догадывается, кто перед ним, и говорит: «Не скромничай, я знаю, ты Афина, богиня, которая лучше всех на арене». Она такая: «О, Да, ну да. это я». Да, он ее хвалит. И там есть забавная строчка, которую я постоянно слышала неверно, если честно. Она говорит: «Well done, enlighten me, what's your name?» Хорошо, просвети же меня, как тебя зовут? Но из-за того, как это звучит, я слушала все время, типа, well done, you lied to me, what's your name? То есть она такая: ты меня обманул, молодец. Это было очень, очень странно, когда я выяснила, что она не обвиняет его во лжи. Она впечатлена его умом. Это очень замечательно и прекрасно. И она предлагает ему стать ее учеником. If you're looking for a mentor, I'll make sure your time's well spent. Sounds like a plan. Goddess and man, best is a friend. We'll see where it ends. Okay. Звучит как план. Лучше бы нам быть друзьями, богиня и человек. И она говорит: посмотрим, как пойдет. Есть уже некоторые в этом моменте отдаления, но все-таки их мировоззрения невероятно схожи. Они тут же находят между другом связь. И это отражается и в музыке в том числе. Потому что самая первая вот эта одиссеевская, которая есть в самой первой песне, это его один из сигнатурных моментов, переплетается с ее музыкой. И когда они достигают этой эмоциональной связи, что они законнектились, это замечательная гармония, когда две темы сплетаются, образуя дружбу, по сути, между этими персонажами. Но дружба такая немножко неравненькая, как ты понимаешь. В ней есть шероховатость. Но пока что она поет так. Maybe one day they'll follow me and we'll make a greater tomorrow. Then they'll see I know we'll change the world, 'cause we are the warriors of the mind. Maybe one day we'll reach them and we can build their skills as we teach them. If there's a problem, we'll have the answer. We are the warriors of the mind. Что мы понимаем из этих строк? Однажды люди последуют за мной, и мы сотворим лучшее будущее. Она мечтает о том, чтобы
прославиться, создав этого воина разума. Это все делается, по сути, ради ее возвышения, ради ее амбиций. А Зевс об этом знает? Она все равно его не переплюнет, это нормально. Тем более, это дочь, которая вышла из его головы. Она довольно близка к нему. И это немножко такое расстояние, неравность между ними, она подчеркивается и в последних строчках тоже, потому что прощается она не классненько, увидимся. Она говорит вот так. I still intend to make sure you don't fall behind. Don't forget that you're a warrior of a very special kind. You are a warrior of the mind. Don't disappoint me. Не разочаровывай меня, не разочаровывай. Да. Так она говорит. Угадай, как быстро все пойдет по одному месту после этих слов. Она говорит, она показывает свою, что каждому свое место, и то, что у нее на него есть планы, и то, что он всего лишь смертный. Как он там говорил, всего лишь человек? Да. Какие друзья? Они, в принципе, они самые близкие к тому, что можно назвать друзьями, но все-таки Одиссей — это ее проект. Она хочет от него результатов. Она требует, чтобы он соответствовал ее высоким критериям, а он начал артачиться. И на этой прекрасной песне завершается сага Трои, но не завершается наше путешествие, потому что пока Одиссей общался с Афиной и выслушивал ее нагоняй, мы уже доходим до пещеры Полифема. И тут начнутся проблемы. Я забыла это сказать, но пока вы находитесь в брюхе троянского коня, не забудьте, как я, подписаться, поставить лайк, ударить в колокольчик. Вы знаете, что делать.